Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Ward.ua. Перед началом ролика я бахнул кофейку, поэтому сейчас будем бахать чье-то лицо. И я думаю, бахать мы будем либо на темпларке, либо же мы будем играть через ведьмачков и темпларочку. То есть, короче, все, что связано с темпларкой, сейчас попробуем поиграть. Поэтому я сразу выставляю эльфов. Может, у меня получится через эльфов стартануть. Если же нет, то, наверное, получится все-таки стартануть через убийц. Ну, это, конечно, не точно. Кстати, ребят, сегодняшний ролик выйдет в день моего стрима, поэтому кто вдруг не подписан на Телеграм, кто вдруг не подписан на Ютубе, там в сообществе я написал, и, соответственно, в Телеграме тоже написал, поэтому в 8 вечера по киевскому времени я буду запускать стрим, поэтому либо мы поиграем с подписчиками, либо же я поиграю в обычном соло-ранге. Давно мне не приходил гоблин так со старта, еще и 2. А чё, может, ты в троечку сейчас придешь? Дискорд... На самом деле можно было бы взять и Дискорд. Хотя не, я скипну. Бесполезная цепочка пришла. Ну, колечко еще более-менее. Колечко. Колечко я люблю. Я всегда со старта люблю вот два предмета. Это колечко плюс 30 маны и кристалл плюс 40 маны. Вот эти вот два предмета, они идеальны на самом деле. Вот сейчас я монетку получил, сразу взял Аэма. Он же ведьмачок, это он же и эльф, поэтому мне в принципе все замечательно. Ого. Хм. Но духовный талисман я скипать не буду. Если я буду играть через эльфов, то он мне понадобится. Все-таки 25% уклонения это, ну, не шутки. Это немало. И на самом деле я бы сейчас, наверное, Тускара продал все-таки, взял бы вот этого вот охотника зверя. Все-таки он намного будет мощнее под мой билд, вдруг чего. То есть, смотрите, я буду со старта ж брать фуру, апать его в тройку, буду Трента апать в тройку. И, соответственно, под фурой, когда вот этот зверь-охотник будет накидывать свою способность... Ого. А давно мне так со старта не приходило. Реально, это такая редкость, когда мне вот так вот со старта приходит. Это просто... Я удивлен очень сильно, реально удивлен. Ну, клятва, конечно, прикольно, но не надо. Башер, Башер, Башера. Мне, получается, блинк некому дать сейчас. Но, наверное, все-таки стоит фуру взять. Хотя луна со старта была бы неплохой, но... Наверное, все-таки возьму фуру. Уклонение закину в инчу. Как-то так расстановку сделаю, посмотрим. Может, это и плохая расстановка, может, в принципе, неплохая расстановка. Кто знает. Я лично пока в замешательстве таком небольшом, поэтому дам вам на рассуждение, хорошая ли сейчас расстановка или нет. И жду ответа в комментариях, естественно. Так вот, по поводу стрима. Я выложил голосование в Телеграм-канале, я выложил голосование, точнее, опросы в Телеграме и в Ютубе, поэтому кто не прошел опрос, в сообществе первый опрос и в Телеграме второй опрос. Это все будет связано со стримом. Я все соединю и посмотрю, как мы поиграем. Либо же это будет стрим с подписчиками, как было прошлые два стрима, либо же я просто поеду в ранговый и буду катать на... Ого! Ого! Я попробую сейчас с него монетку забузить. Если же не получится, то буду тогда его апать в двоечку. И когда апну его в двоечку, то, естественно... Я ему башер, кстати, отдам. И, естественно, когда его апну в двойку, я получу плюс 3 монетки. Ну, когда он второго уровня, намного легче получить плюс монетку. И я взял сейчас уровень 5, чтобы выставить Трента. Все-таки не как тренд. Вот, серьезно, ребят. Играйте через Трента, не скипайте его. Тренд очень сильная фигура. Очень сильная фигура. Вот, кто не играл через Трента, попробуйте. Вы оцените всю мощь этого просто омега персонажа. Это просто... Это так... О, плюс монетка. Это такая имбища. Просто он столько хилит. Он невменяемо хилит, отвечаю. Очень сильный персонаж. Вот максимально сильный персонаж. Я рекомендую его попробовать всеми. Вот просто посмотрите, насколько он отхиливает. Он отхиливает больше, чем инча тройка. Вот вы Трента в двойку собираете, все. Он хилит больше, нежели инча в тройку. Запомните. Еще и снижает атаку фигуры, на которого накинет семечко это. Боже, как хорошо эльфы идут. Ой, как хорошо эльфы идут. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще сейчас апнул гоблина в двоечку. Сейчас получу плюс 3 монетки за него. Ай, какая красота. Боже, сейчас такой кайфулик будет. Так, по поводу стрима я сказал. В принципе, все.
Не отвлекаемся от каточки, потому что сейчас мне очень даже хорошо стол приходит, и из-за этого я немножко могу сейчас ступор ловить в комментариях этой катки. На самом деле мне надо вообще выходить в деньги. У меня не такой оверсильный стол, чтобы я сейчас не сидел в экономике. У меня это на самом деле огромная проблема сейчас. Но в принципе, я сейчас, наверное, 6 уровень возьму в следующем раунде. Я, конечно, посмотрю еще, но, скорее всего, я 6 уровень возьму. А еще, наверное, сейчас можно стол попробовать почистить и взять 10 монет. Хотя не выйду, наверное, да. Не, я не выйду никак. Это только если там продавать почти весь стол, который я собрал. Я чуть не подавился. Вы видите, какой мне стол приходит? Обалдеть. Блин, у меня аж горло запершило. Так, ну блинки, не знаю, я, наверное, блин, конечно, Марси попробую оставить. Все-таки Марси будет давать очень много тычек, и шанс того, что она забашит, намного выше, чем, допустим, у того же Трента. Или, ой, Трента, Фуриона. Короче, как-то так я сделаю расстановку пока что. Я в ней не особо уверен сейчас, но, в принципе, я думаю, это намного сильнее будет сейчас. Башер в Марсе, естественно, потому что она делает много тычек, и, соответственно, шанс того, что она забашит, становится намного выше. Но она сделала только что 2 пачки ударов, и за сколько там, за 8 ударов она не смогла забашить ни разу. То есть там шанс баша 20%, и по итогу там не 20% походу, потому что 8 тычек я сделал. Спасибо. Спасибо. Похавал. Просто похавал. Похавал на 110%. На самом деле можно было бы сейчас выставить еще и синергию охотников, потому что у меня есть Мирана. А, не могу я им выставить. Что-то я подумал, что могу, а оказывается не могу. Так, ну что я хочу в целом сказать по катке. Пока неплохо. Я вижу, против меня собирается нежить. И на самом деле... я на самом деле не знаю. Эльфы, наверное, не смогут законтрить нежить. Хотя, если у меня будут хорошие фигуры, и они очень быстро поприходят, и тем не менее мне придет очень быстро темпларка, то, в принципе, все будет замечательно, все будет прекрасно. Если же меня прям под эльфами будут штурмовать очень сильно по моей кабине, то, соответственно, я буду собирать ведьмаков-убийц. То есть буду перестраиваться. Ну, надеюсь, конечно, у меня это получится, но, скорее всего, у меня это не получится сделать, хотя все зависит только от моей удачи. От моей удачи. А зная свою удачу и зная то, как мне приходит Как же хорошо пришло. Я, наверное, сейчас кусочек уровня возьму. Наверное. Или выставить фулл эльф. Я, в принципе, могу выставить фулл эльфов. То есть я могу сейчас 6 эльфов выставить. Короче, вы поняли. 6 эльфов я могу выставить. Или не выставлять, просто в деньгах посидеть. Ладно. Пока вот этого охотника зверя я скипну, он не особо мне нужен. 6 мертвецов собралось, это плохо. Ладно, я, наверное, попробую все-таки фуловых эльфов выставить. Все-таки шанс 50% уклонения — это много. Это реально много. 60% уклонения — это... Ой, 60. 50% уклонения — это очень много тычек. Особенно со старта. Особенно у меня есть духовный талисман, который сейчас в Марсе лежит. Там примерно 60 плюс процентов. Ну, нежити плевать, как мы видим, да? Серьезно? Ну вот просто смотрите, 6 нежити разбирают моих 6 эльфов. Чтобы вы понимали, у меня даже фура в двойку, а чел просто вот в единичке, стол в единичку, и он меня выносит. Мания. Тут, конечно, его сейчас забрал. Но в целом, насколько это абсурдно, да? У него весь стол в единицах. У меня есть фурион в двойку. Не, ну может быть немножко другая была бы расстановка, было бы все хорошо. Ну мне так кажется, по крайней мере. Я хоть не особо уверен в этом, но скорее всего оно таки есть. И тут я, наверное, все-таки сейчас стол немножко поменяю. Я все-таки выставлю, наверное, инчу. Как-то в инчу я больше верю. Или попробую. Ну да, я все-таки лучше инчу выставлю. Немножко зверей там выставлю. Ну, блинк, наверное, все-таки отдам Марсе. Не знаю, как-то так сделаю сейчас стол. Я думаю, так намного сильнее будет стол выглядеть, нежели был до этого. Мне бы вообще хотелось выйти в 30 монет, но я никак эти 30 монет сейчас сделать не могу.
Ну, просто не могу, и все. Вот просто посмотрите, насколько тренд мощно хилит. Был бы он у меня сейчас в двойку, у меня вообще проблем не было. Чел уже себе Абадона в двойку нашел. Ну, нормально, нормально. А можно, ну, мне трента найти, пожалуйста. Я понимаю, там Абадон 2 монетки стоит, ну, а тренд 3 монетки. И это прям колоссальная разница, но... Так. Я вызываю экстренно либо волшебников. А, подожди, да. А, не, да, если не придут сейчас волшебники, то я могу экстренно взять и собрать себе фуру тройку. Причем очень раннюю фуру тройку. Это будет очень сильно. Вот Тринар вообще. У меня не будет такого оверсильно танка, и на самом деле я бы хотел рок войны, но в принципе, ну, рок войны мне не выпал бы, скорее всего. То есть я просто знаю свою удачу, он бы мне не выпал. То есть он мне сейчас нужен, но он бы мне не выпал. Поэтому я, ну, да, там один, боже, там два мертвеца. Ой, не знаю, я надеюсь, я не совершил ошибку с острыми наручами. Очень надеюсь, что я не совершил ошибку с острыми наручами. Алло! Ребят, у меня 50% уклонения на моих фигурах. Вы можете... Ну вот как бы, вот вам синергия эльфов. Вот. Вот. Это абсурдно. Давайте объективно говорить. Это реально абсурдно. Это настолько абсурдно, что просто. Жесть. Ну, мне тут просто больше нечего добавить. Вот вам, ребят, 50% уклонения, и вы сами видели, как оно работает. Пришли убийцы, первые тычки попали, вторые тычки попали, третьи тычки попали. По-моему, кофе они пили, а не я, да? У меня, кстати, горло немножко рыпит. Я думаю, вы это уже заметили со старта ролика. Это, если что, я не пытаюсь исказить свой голос, он просто такой и есть сейчас. К сожалению, скорее всего, хорошо посидели, поотмечали моей жены день рождения. Я тоже хочу себе лундруида. Можно лундруида, а? Хочу все. Все хочу. Да походу реально они кофе пили, а не я. Я перед каточкой кофеечка бахнул. И думаю, сейчас будем жахать в каточках. Сейчас все будет четко. Ну, похоже, будет не четко, а будет чечетко. Причем по моему лицу. Скорее всего, это так будет. Ну ладно. Ну ладно. Это мы как-то переживем еще. На самом деле, там два мертвеца собираются, и меня это вообще не радует. Не радует меня это от слова совсем. Если придет какой-то охотник, а я, наверное, все-таки возьму какого-то охотника, просто какого я еще не знаю. И, наверное, уклонение я сейчас в эр закину вместе с Башером. Она все-таки второго уровня. Или Баш... Не, Башер все-таки пусть Марси будет. Как-никак, когда она закастует свою способность, у нее будет шанс намного выше, чем у ВРки застанить. Вот видите, сейчас Шамана Лава застанила. Даже... Ну... Ничего себе, а чего ВРка такая мощная? Неплохо. А давно у Эрки такой дамаг? Или это из-за того, что она у меня в двойку, у нее такой дамаг? Еще один Пурион пришел. Может и гиду взять еще? Может у меня получится собрать полуорков здесь? Так, ну я возьму снайпера, и, наверное, я возьму чуть-чуть уровня. И выставлю 3 охотника все-таки. Да, тут один мертвец, второй мертвец, там еще воин собирается. Там бог-орк, я так понимаю, тоже собирается. Короче, походу мне не удастся на эльфа поиграть. Чё-то как-то все с натяжкой идет. Вот объективно сейчас все с натяжкой идет. Вот сейчас против меня нежить. Ну и как-то реализация острых наручей такая себе, если честно. Хотя... Не, ну если посмотреть так, ну ясно. Как же все ужасно. Я даже сейчас не преувеличиваю. Сейчас очень все ужасно. Еще и путь шукнул меня. Спасибо. Короче, когда вы играете не на нежити, а вы играете на каком-то другом билде и не играете через воинов, либо каких-то... Короче, если у вас мало дефа, и вот против вас вот такая вот нежить, острые наручи, они бесполезны. Да, я сейчас не объективно это говорю, 100%. И, кстати, ну я, наверное, все-таки орка возьму. Я Мэрту сейчас так пикнул. Но я, наверное, все-таки орка возьму. Он может насумонить.
Он при суммоне своего кабанчика против мертвеца это самое то. Ой-ой-ой, там 9 магов собралось. Боже, как все плохо. В общем, если у вас нету мощной фигуры, которая может пожить против нежити, я не рекомендую брать острый наруч. Как видите, острые наручи только что сработали 1 или 2 раза. А это, извините, но очень мало урона. Очень. Поэтому, короче, сами думайте. Я на самом деле ставлю приоритет почти всегда у острых наручей. Особенно, когда у меня есть плотные фигуры, я смогу спокойно через них поиграть. То есть, это реально круто, играть через острый наруч, когда у вас есть плотная фигура. Много урона даете, очень много урона. Но вот как видим по факту, приходит такая нежить, у него уже 2 фигуры в двойку. О, наныл. Чисто наныл. Отлично. Боже, как я хорошо наныл сейчас Фуриона в троечку. На 15-м раунде иметь Фуриона в тройку, это прям... О, и барабан войны. Маска. Не, я возьму барабан войны. Чтобы вы понимали, вот эти вот барабаны, они намного эффективнее под почти любой билд. Вот реально, если у вас все фигуры манозависимые, да, и вы, допустим, играете не через суммонов, а играете, допустим, через каких-то гритеров. Тут, кстати, я возьму кристалл плюс 50 мана, потому что мана-реген мне сейчас нужен максимально много, чисто из-за того, что у меня Фурион в тройку. И, соответственно, Фурион в тройку, он суммонит пеньков вот этих, и эти пеньки неплохо справляются, если честно. Вот сейчас, кстати, эти пеньки могут зарешать. Так, КВР-ку я убрал, то взял, это взял. Ну вот, просто. Но еще, кстати, он очень сильно пушит со старта, этот Фурион. Очень сильно. Лондруида, к сожалению, немного понерфили, но это уже такое, кстати. Кстати, есть Гримтач, можно будет попробовать собрать фуловых эльфов сейчас через Гримтача и через волшебников. Да, я, наверное, сейчас стол свой подчищу. Я очень сильно опасаюсь того чела на магах. Вот прям очень сильно опасаюсь. Как же он может не чердак спалить? Просто вы себе представить не можете, насколько сильно он может мне сейчас чердак спалить. Не знаю, брать волшебников, не брать волшебников. Нужны ли они мне или не нужны. На самом деле, как бы да, но как бы нет. Ну, возьму, попробую. Попробую. Мало ли мне сейчас придет Грангера, ой, Грангера, мало ли мне сейчас придет Леон, мало ли мне придет Грангера, либо же морской волшебник, то есть что-нибудь из этого придет. Но посмотрим. Как же много... Я... Не, я и раньше говорил, что ВРК мощный персонаж. Ну как-то он сейчас много урона магического накидывает, вам не кажется? О, усиление, наконец-то. Не прошло и полгода, ко мне пришло усиление в виде трента в двоечку. Не, ну спасибо хотя бы на 18-м раунде он мне пришел в двоечку. Спасибо на этом. Обычно мне тренд приходит там к раунду 30-му, только в двойку. А тут он на 18-м раунде решил собраться в двойку. На самом деле я удивлен, что мне Фурион пришел в тройку так рано. Это прям реально четко. Это круто. Не нравится мне то, что против меня там собирается сейчас плохие ребятки. Ну вот, опять реализация эльфа, смотрите. Каким образом вы по мне попадаете? Алло. Вы каждую вторую тычку должны промазывать, если не первую. Вы обязаны промазывать. Понимаете? Вы обязаны. Вот сейчас молодцы, вот сейчас вы откисли все вместе. Молодцы, ребята. Так и надо делать. Запомните свое место. Убийца. Фу. Ты глянь на них. Ну реально, ты глянь на них. Попадают они по мне еще. Обалдеть. А знаете, что я там вижу? Там, скорее всего, воин собирается. 2 мертвеца, воин и маг-дракон. Вот самое опасное для меня сейчас это 2 мертвеца, маг-дракон и 4-й воин. Ну, ой-ой-ой. Не, вот сейчас, кстати, видели, как острые наручи сработали? И как же хорошо от хил Трентан мне спас. Ну, там не только от хил Трента, там еще от хил был Энчи, поэтому, в принципе, все замечательно. В принципе, все замечательно. Так, у меня есть Леон, отлично, это продаем.
Пака мы возьмем, уровень берем. Мне нужен 9 как минимум. 9 мне нужен чисто по той причине, что мне нужна темпларка. А на 9 уровне у меня будет хотя бы 3% шанса, что придет мне темпларка. Не знаю, пока так как-то сделаю. Пока как-то так сделаю. Короче, самое опасное для меня, это сейчас... Самые опасные чилы для меня, это две нежити, маг-дракон и вот воин. Если воин нарисуется, то мои эльфы просто идут гулять лесом. Если воины нарисуются. А воины, скорее всего, здесь нарисуются. То, в принципе, по крайней мере, это то, что я вижу. Клевер вот этот. На самом деле, клевер я возьму, потому что я с охотниками же сейчас играю. И этот клевер немножко охотников не бафает. Плюс вот скорость стычки. О! О! Сюда. Выставляем сейчас фуловую синергию эльфов. Так, подчищаем, подчищаем. Так, Фуриона мы оставляем. Тебя мы продаем. Тебя мы ставим. На самом деле, лучше всего и сильнее всего было бы поставить, конечно же, Трента в двоечку. Шар бездны я, наверное, по-любому возьму, потому что там есть маг-дракон. Я, наверное, по-любому возьму. Я не буду... Я, знаете, я один раз уже шаром бездны пожертвовал. Один раз у меня такое было. И я пожертвовал шаром бездны на рандомную какую-то шмотки. Чтобы вы понимали, ну, я думаю, все и так понимают, к чему я сейчас веду. Это то, что меня взял этот маг-дракон и испепелил. Причем у него было 2 или 3 хп там. И вот эту ошибку я запомнил на всю оставшуюся жизнь. И больше ее не совершу. Потому что не хочу. Я не хочу больше испытывать эту всю боль и унижение, когда меня просто чел приходит и испепеляет своими магами-драконами, когда у меня нету никакого ни БКБ, ни шаробезны, ничего. Он чел себе уже 9 уровень взял, поставил 5 драконов, 6 магов. Сильно? Сильно. Так, если ты меня сейчас уничтожишь... Нет, ты не уничтожил меня. Ну все, убийца. Чиль. Ой, как хорошо, как же я обожаю. Вот это вот отлично, вот это вот шикарно. Вот это я сейчас на эльфах покатаю. Но на самом деле мне друид так идет. Я не буду скипать лон друида, не. Не хочу. Я просто не хочу скипать лон друида. Эльфов, я на эльфах пока поиграю. В принципе, блин, какой же там маг-дракон сильный. Да, там хорошо пришло челу по поводу магов-драконов. Да, он там на лоу хп, да, скорее всего, его могут вынести. Но... Такое. Короче, я пока что в себя верю. Шар бездны я все-таки думаю не зря, что я скипнул. Кстати, почему... знаете, я нашел применение, кстати, этому паку. Кто-то собирает его под магов драконов, но чисто он вынужден его собирать под магов драконов. Как-никак это дракон плюс маг. Ну, кстати, давайте посмотрим. Шар бездны мне поможет сейчас или я откисаю? Кстати, у шара бездны есть такой огромный минус. Я был в шоке немножко. Ну как был в шоке? Я не читал описание. Шар бездны, он работает всего лишь несколько секунд. То есть, вот сколько там он секунд, сколько? 10 секунд он повышает всем союзникам в радиусе. И все. И все. И меня вынесли. Боже, это так обидно немножечко. И главное, ему на 9 уровне еще и лич пришел. Самое жесткое, то, что ему еще и лич пришел. А знаете что? Походу мне не дадут на эльфах поиграть. Я более чем уверен, что не дадут мне на эльфах поиграть. Более чем. Поэтому сейчас мы будем принимать экстренные меры. Если ко мне сейчас придет мертвец и он меня так же само вынесет, то я 100% меняю свой билд. Я, кстати, Трента, наверное, лучше поставлю, чем Сумону. Мне кажется, с Трентом будет попроще играть. Вот что-то у меня такое предчувствие, что с Трентом реально будет попроще играть, потому что он отхиливает. И это, в принципе, жирная машина. Но сейчас, кстати, мы проверим против воина. Ну, походу, я от воина откисаю, да? Ну да. Короче, знаете что, ребята? Вам фонарики. Все, вы сами разбудили сейчас зверя. Вы сами разбудили зверя, это ваша огромная ошибка. Сейчас я соберу такое, от которого у вас всех опа полыхнет по полной программе. Отвечаю. Я думаю, уже многие догадались, какой билд я сейчас буду делать. Я не зря сделал заготовочку. Боже, Зевс пришел. Вот пришел бы ты в обычной игре мне. Вот в обычной игре бы ты мне пришел, и было бы все замечательно. Но нет. В обычной игре мы не приходим, когда я играю на мага-драконах. А зачем? А не надо нам.
Ну ничего, ничего, ничего страшного. У меня сейчас заготовочка есть, сейчас я вам ее реализую, сейчас еще раунд потерплю, в принципе у меня 73 хп есть, я думаю я переживу еще пару раундов без каких-либо жестких потерь. Поэтому как-то так сейчас сделаем. Сейчас пока поиграем так. Я сейчас соберу 6 зверей на столе. И буду просто перестраиваться. Потому что там есть чел на одной нежити, там есть чел на второй нежити. Вот одна нежить пришла. И вот что-то как-то эльфы мои не реализуются сейчас. Как бы неплохо смотрится, но темпларки у меня-то нет. В любом случае. Мой мейн керри сейчас гуляет лесом. А тренд у меня в двойку. Ну да, это как-то грустно. Просто моего тренда испепеляет. Ясно. Ладно, окей, все. Вы реально разбудили зверя. Это ваша огромная ошибка, ребят. То, что я сейчас с вами буду делать, вы будете в шоке. Вы будете в маленьком шоке сидеть, ребяточки. Ребятушечки, готовьтесь. И я выкатываю свой билд, ребята. Сейчас вам будут ханарики. Ребята, у кого есть дети, убирайте сейчас их от экрана. Потому что сейчас будет жесткая порка вот этих вот негодяев. Сейчас я им устрою, как играть на нежити, как играть на магах-драконах, как играть на воинах, тем более. Сейчас я вам устрою, ребята. Так, зимние объятия или шар бездны? Или благодать. На самом деле я благодать возьму. Благодать в Трента это прям то, что надо. В Трента, в Инчу, то есть это то, что прям доктор прописал. Так, шар бездны мы тебе скипаем. Так, ману мы тебе скипаем. ХПшку, наверное, оставлю, уклонение скипну, потому что у меня есть острые наручи, мне надо, чтобы по нему... Боже, какой ужасный... Боже, ну что может быть лучше? Ну, конечно же, камень Киры. Конечно же, камень Киры, когда я играю через сумонов, да? Вот что может быть лучше, чем камень Киры? Вот что? Напишите в комментариях, когда вы играете... Неплохо. Рыжий лис. Ну, я не хочу через синергию Киры играть через рыжего лиса. Я сейчас постараюсь объяснить, почему я не хочу. Я как-то играл через рыжего лиса, через камень Кира, и играл против нежити. Честно, когда у меня было у моего рыжего лиса, Батлфури, камень Киры, Блинк и мана плюс 30, а против меня была нежить, у моего челика было 1000 с чем-то там урона, но я реализовать его не мог, а потому что у меня было 2000 хп всего лишь. Опять меня нежить вынесла. Мне просто не повезло с предметом 4 тира. Мне нужен был какой-то некромикон, либо же рефрешер. Боже, он мне минус... Ну ладно, спасибо, хотя бы уже минус 25 дал, а не минус 150 на лицо. Ну, сейчас тренд усиления будет, сейчас будет у меня там еще какое-то усиление. Ну, какое-нибудь хотя бы. Наверное, я все-таки отдам сейчас благодать России не Винчу, а я отдам именно Тренту. Ну, в Трента я как-то больше просто верю. Трент как-то он будет намного сильнее. Причем во всех смыслах. Ну, короче, как-то я в него больше верю. И рыжего лиса поставлю, кстати. Думаю, тоже будет неплохо. Ну, там маг 16 хп осталось. На самом деле, я мага еще опасаюсь. Я в любом случае пока шар бездны скипать не буду. Не надо. Ну, а, кстати, чел, который на нежити играет, сейчас топ-1 держит. Что по хпшке, что, я думаю, по винстрику, в принципе. Но я думаю, мы в скором времени его накажем, потому что этот билд максимально мощный. Поэтому я и сказал. У кого есть дети, уберите детей от экрана сейчас. Сейчас будет бобо. Сейчас дяденьки будут плакать. Я им сейчас расскажу, как играть на нежити. Как злить меня. Вы просто разбудили Кракена, отвечаю. А что ты... А, это второй нежить. Боже, я думал, это тот, кто первый, Хамант, который. Боже, ему Аганим еще упал. Ты чё, ты гля какой, а? Аганим ему упал. Заметьте, кстати, кто держит топы. О,
Мне бы вот этот вот охотник-зверь в тройку бы пришел, было бы вообще идеально. Мои сумоны бы просто разрывали здесь все и вся. И у меня, кстати, 2 итема, благодать Дроси есть. И еще, кстати, можно скипнуть предмет. Я скипну острый наруч все-таки. Я скипаю на Вот это шикарно. Вот это уже хорошо. Некромикон с рандомной шмотки, это уже отлично. Не идеально, конечно, лучше бы он с первой шмотки пришел. Теперь мне осталось только, смотрите, несколько предметов. Еще один некромикон, 2 рефрешера и 2 рога войны, которые дают скорость атаки на сумоны. Ну, сейчас посмотрим, что мы с магом сделаем. Как-то туго идет. А ему еще и Зевс пришел, ты глянь. Если бы я играл на мага драконах, мне бы ни Зевс не пришел, мне бы и Лич не пришел. О, усиление. О, к 30-му раунду у меня тренд в тройку, кстати, ребята. Хочу обратить ваше внимание. К 30-му раунду. На самом деле, я с этого момента просто рофлю уже. Я не знаю, с чем связана моя такая неудача или удача. Я не знаю, как это назвать уже. Ну вот. Кстати, не достает арканцы, если так сделаю. Просто из-за того, что у меня все были плотно, этот маг мне дал хорошенько по лицу. Ну, чисто из-за того, что были все плотно сейчас герои. Его котел взял и закастовал мне на лицо просто, и все. И смыл всех моих ребят, они даже не успели там кто-то перевоплотиться, кто-то еще что-то. Короче, не успели закастовать свои способности. Но, кстати, одна нежить. Ну, что-то, что такое нежить? Че? А ну, давай посмотрим сейчас, что с тобой будет. А я знаю, что с тобой будет сейчас. Тебе ханарики. Поиграл на нежити, да? Че, минус 30 получишь? Минус 30, давай, чтоб ты просто... Минус 32, ладно, живи пока что. Еще очень плохо то, что там чел на магии драконе живет. И, кстати, я сейчас орка жреца буду покупать. Он мне нужен. Ну, рыжий лис двойку, конечно, неплохо. Конечно же, неплохо. Кстати, наверное, мне все-таки стоит поставить морских. Что-то есть у меня такое подозрение, что мне стоит поставить морских. Воин, кстати, вылетел, остался только маг-дракон. И осталось 2 нежити. Ну, с нежити я уверен, что я справлюсь сейчас без каких-либо проблем, потому что все. Я пик силы своей набрал. Мне не хватает только пару предметов, и все, ты откисаешь, дорогой мой. Вот просто пару предметов и готов. Я надеюсь, ты сходил в душ перед тем, как я к тебе приду. Я очень на это надеюсь, потому что я люблю, когда люди свеженькие, пахнут хорошо. Какую-то дичь несу, да? Ну, даже тут мана плюс 40 мне не дали сразу. Вы что, издеваетесь? Я, короче, шмотку закинул сейчас в рыжего лиса. Возможно, он хотя бы успеет один раз прокастовать свою способность. Если он успеет хотя бы один раз скастануть свою способность, будет все четко, будет все хорошо. Я в шоке, что у чела, ну, челу, ну, ладно, все, опускаем этот момент, все. Живем с тем, что мы видим, как говорится. Немножко местами, может, поменяем, может, так лучше будет. Там просто маг с правой стороны находится. Чел без денег сидит, ну... Короче, есть 2 нежити. Одну нежить я уже хорошенько присанул, у него уже спектра в двойку. И это опасно. Благо я играю на суммонах. Если бы я не играл на суммонах, я бы очень опасался спектру в двойку. Хотя на самом деле я и так ее опасаюсь. Ну вот, кстати, тоже челик сейчас на нежити. Топ-1, который держит. Ну чё? Ну чё, давай поиграем сейчас с тобой. Я на сумончиках. Ты готов такое? Я думаю, к такому ты не готов, дорогой мой. А что такое? А что такое? А что не так? Вот ты бедный какой. Кстати, маг-дракон вынес одну нежить. Мне нужно уровень брать и искать сейчас волшебника морского. Да просто морских мне надо выставить. Я хочу постараться 4 морских на всякий... Ух, отлично. Просто понимаете, мне тренда нельзя скипать. Того мне нельзя скипать. Этого нельзя мне скипать. Орка жреца я могу сейчас заменить. Да, у меня сейчас будет немножечко магического сопротивления.
А я не могу никак поставить 4 морских, да? Так, нежить ко мне приходил. Либо сейчас ко мне придет его копия, либо же ко мне придет сейчас маг-дракон. Я больше думаю, что это будет маг-дракон. И надеюсь, мне хватит вот этих вот 20% магического сопротивления. Ну, кстати, да, как видите, мне немножечко магического сопротивления этого спасло. Я смог насумонить своих ребят. Все. Бай-бай. Увидимся, дорогой. Иди в Next. Поиграл на своих мага-драконах. Я говорил, что на магах-драконах сейчас довольно-таки сложно играть. Очень сложно. И это не то, что там, знаете, как это... Ну, кстати, вот этот предмет я могу скипнуть. Давай, рефрешер, либо... Некромикон, пойдет. Фуриона закидываю. Мне, в принципе, нормально, Некромикон. Надо... Так, как-то так сделаем сейчас расстановку. Ну, мне нужно апгрейд сделать. Я, в принципе, сейчас уверен, что я эту нежить ваншотну. Я просто не оставлю ни единого шанса этому молодому. О, я еще сейчас такого жреца нашел. Не, я лучше поставлю, кстати, 2 охотников зверей, потому что их способность, она увеличивает урон на суммоны. Вот. По всем, на ком пролетел вот этот вот... А что такое? Обидно, конечно, что ты топ-2 занял, но если бы я собирал сразу такой билд, ты бы отлетел в топ-5. Я тебе гарантию даю. Просто все, пока. Пока, сладкий мой. Но они сами не дали мне поиграть на эльфах. Я хотел, честно, я хотел. Я пытался поиграть на эльфах. Может быть, он если предметы переролил, но он тут даже керил Траксу. То есть, ну, такое как-то. Такое. Ну, в принципе, наказан. Наказан молодой этот человек. Все. Как мы видим, вот какая статистика против меня была. 2 нежити, маг-дракон. Еще был воин, но он, слава богу, отлетел. Но я более чем уверен, что на суммонах ему просто шансов не дал. В идеале, конечно, мне хотелось сыграть на эльфу. Я пытался, но даже вы видели, что мне темпларка даже не пришла. Даже когда вот я 10-й сейчас взял, ролился, мне темпларка просто не пришла. Если бы я просто упоролся бы на обычных эльфов, то я бы откис. Я более чем уверен, что я бы откис на этих эльфах. Поэтому я взял зверей, собрал, и в принципе все четко, все замечательно, мне все нравится. Ну, не получилось показать вам какой-то супер контент через темпларочку и эльфах. Ну, значит не время для нее, значит чуть попозже когда-то я ее вам покажу, либо же на стриме, либо же в какой-то другой записи. Как-то так. В принципе все. Мне тут больше даже нечего добавить, поэтому, ребят, если вам понравился ролик, не забудьте оставить свой комментарий и лайк в поддержку моего канала, потому что каждый лайк и комментарий продвигает мои ролики в тренды, в рекомендации, так же самое касается канала. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, там я пишу по поводу стримов, обновлениях этой игры, у нас там есть чат комьюнити. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, я аж чуть не заговорился. Ну, точнее, заговорил. Ой, короче. Понравилось? Ставим лайк, комментарий, подписываемся. Всем удачи!